Всем привет! Это первое видео из серии IKEA Hacks. В этих видео я буду брать мебель из IKEA и переделывать ее под свой вкус. Я буду стараться использовать минимум инструментов, чтобы даже любитель или новичок мог повторить мои проекты. Сегодня я буду переделывать прикроватный столик. Это простой столик из металла, и я буду делать для него столешницу из дерева. Я применю технику броширования. Когда я еще не умела пользоваться всеми станками, я очень увлекалась техникой броширования и сделала для дома много предметов с помощью болгарки и насадки для броширования. Так, например, как эти часы или подставки для карандашей. Также в спальне я сделала столешницу декоративного камина. На экране те инструменты, которые мне понадобятся для создания прикроватного столика. Так как этот проект предполагает технику броширования, то главное, что мне понадобится, это брошировальная щетка, которую лучше всего использовать с УШМ с регулировкой оборотов. Также мне понадобится циркулярная пила. Если у вас нет циркулярной пилы, то лучше купить ее сразу с шиной. Это значительно облегчает процесс работы. Но если вы не планируете покупать, то можно использовать тот же лобзик, а потом выровнять поверхности с помощью рубанка, как я и делала, поэтому мне понадобился еще рубанок, которым я выравнивала поверхность столешницы. Также мне понадобится несколько струбцин. Струбцины всегда в хозяйстве нужны, поэтому наверняка они у вас есть. Еще понадобится шлифовальная машинка. Если ее нет, то можно использовать обычный брусок и прикрепить к нему кусок наждачной бумаги. И шуруповерт и пара шпателей. Я использую широкую доску из сосны с необрезным краем. Так как моей доски не хватает по ширине для столешницы, я буду склеивать ее из двух частей. Если же у вас есть достаточно широкая доска, то это было бы вообще идеально. Сначала нужно выпилить доски под размер столешницы. Если у вас доска очень изогнутая, то лучше ее обработать рубанком сначала, иначе спил будет совсем неровный, и вы потом не сможете ее склеить. Я отмеряю 2 ширины столешницы, чтобы выпилить 2 половинки доски. Затем я подрабатываю все рубанком, чтобы склейка прошла более-менее ровно, и склеиваю на клей ПВА Tite Bond. Не забудьте перевернуть 2 половинки столешницы, так как показано на рисунке, чтобы в дальнейшем компенсировать возможное его выгибание. Когда склейка схватится, можно снять струбцины и выровнять поверхность рубанком. Я выравниваю доску, снимаю волокна под 45 градусов, а затем стараюсь максимально нивелировать плоскость столешницы. Когда у меня столешница становится относительно ровная, я перехожу к брошированию. Я беру УШМ и насаживаю на нее брошировальную щетку и начинаю брошировать. При брошировке нужно использовать все средства защиты. Для броширования лучше всего подходит сосна, так как у нее интересный рисунок, и в ее структуре присутствуют очень мягкие и твердые волокна, что делает рисунок после брошировки очень активным. Смысл броширования заключается в том, чтобы выбрать мягкие волокна и оставить твердые волокна, которые создают тот самый рисунок древесины. Лучше всего достаточно глубоко поброшировать поверхность, чтобы рисунок был максимально активным. После того, как я закончила брошировать, я беру шпаклевку по дереву. Использую белый цвет, чтобы в итоге получился контраст между естественным цветом древесины и белой шпаклевкой. Так как у меня в спальне уже сделана столешница декоративного камина в таком стиле, именно такой рисунок я и хочу повторить на прикроватном столике. Заполняю все щели между твердыми волокнами этой шпаклевкой. Можно взять немножко с запасом, но не слишком много, чтобы потом не пришлось шлифовать целыми сутками. Итак, после того, как шпаклевка нанесена, нужно дать ей засохнуть. И вот, когда шпаклевка полностью заствердела, можно переходить к шлифованию.
Шлифовать я буду шлифовальным диском зернистостью 80, чтобы максимально быстро снять лишнюю шпаклевку. Когда проявится рисунок, и я посчитаю, что он достаточно, я отпиливаю под размер мою столешницу. Также использую циркулярную пилу и шину. А затем можно переходить к шлифовке более мелким зерном, для того, чтобы на ощупь столешница была гладенькой и приятной. И теперь самый приятный момент в работе – это покрытие финишными материалами, и я использую для этого лак на водной основе Борма. На саму поверхность столешницы и торцы я наношу в 2 слоя, ну а снизу можно всего лишь 1 слой. После того, как лак засохнет, можно пошлифовать еще раз мелким зерном наждачки. Ну и перехожу к сборке самого прикроватного столика, просверлю в его столешнице отверстие с помощью шуруповерта и сверла по металлу, и затем закреплю мою деревянную столешницу через эти отверстия. Таким вот несложным способом можно превратить обычный типовой столик из Икеи в нечто, что персонализирует ваш интерьер и украсит мою спальню. Всем спасибо за просмотр и пока!